Скажите, пожалуйста, вы рыбу любите? Вот я очень люблю рыбу. Обожаю. Всякую. И речную, и морскую. Но чтобы украсить стол, наверное, трудно найти рыбу лучше, чем лосось. И как же приготовить эту рыбу? Лично я считаю, что самый идеальный способ приготовить эту рыбу – это не готовить ее вовсе. Просто посолить. Вот здесь у меня 2 приличных куска рыбы. Это в общей сложности килограмма 2,5. 2,5 порции. На каждую порцию, то есть на каждый килограмм свежей рыбы, я кладу по 2 неполные ложки соли. 1 ложечка, 2 ложечка. Посмотрите, не беру слишком много, без верха. 3, 4, 5. Достаточно. А теперь 2,5 ложки сахара. Ну да, 1 к 2. Соль и сахар. И это еще не все секреты. Погодите. 1, 2, 2,5. Мне могут некоторые возразить, написать, что рыба, особенно лосось, нынче стала стоить довольно дорого. Ну что поделать, это так. Я вынужден согласиться. Однако это не повод, чтобы отказываться от рыбы совсем. Ведь вовсе не обязательно питаться одной только рыбой. То есть взять и наесться малосольным лососем. Это неправильно. 1, 2 кусочка, даже если вы находитесь в гостях за столом. 1, 2, ну максимум 3 кусочка в большой бутерброд с рыбой. Такую рыбу следует рассматривать не как еду, а как лакомство, как удовольствие. Я понимаю, что очень многие, особенно ребята, взрослые мужчины, рассматривают как едва ли не единственный источник удовольствия вот эту штуку. А я, между тем, всегда говорил, что вот это следует рассматривать как приправу, как специю. И сегодня я буду использовать обычную русскую водку, точнее, хорошую русскую водку, именно как приправу, как специю к рыбе. Значит, смотрите, берем буквально пол-рюмочки водки. Основное действующее вещество здесь не вода. Основное действующее вещество здесь это спирт. Спирт, который, в принципе, обеззараживает любые поверхности. Вот даже прежде чем делать уколы, медсестра что делает? Берет ватку со спиртом и протирает, как вот эти мягкие места. Ух, запахло! Еще 1 рюмочка водки, и рыбе, пожалуй, что хватит. 100 грамм – самое оно, норма. Больше не надо ни рыбе, ни ребятам для хорошего настроения. Ну а пока что мы протерли рыбу алкоголем. И я должен сказать, что будет вот с этой водкой, которая пролилась здесь на блюде, если это блюдо простоит вот здесь, на этой комнате, 1 ночь? Вода останется, алкоголь испарится. То же самое произойдет с алкоголем, который в данный момент защищает рыбу от бактерий на первых минутах. Потому что дальше все то же самое продолжит делать соль. Но прежде чем мы возьмем в руки соль, я беру в руки другой замечательный продукт – растительное масло. Чем лучше будет масло, тем вкуснее получится рыба. Кстати говоря, водка очень положительно влияет на цвет готовой посоленной рыбы. Спустя несколько часов вы увидите, какой красивой она получается. Но сейчас в ход идет масло. Хорошее растительное масло. Теперь смотрите внимательно. Показываю все самое главное. Вот емкость, в которой будет солиться рыба. Стеклянная, очень чистая. На кухне необходимо соблюдать чистоту. Не для того, чтобы там не отравились и так далее, а для того, чтобы сохранить первозданный вкус продукта. Иногда на продукты попадают какие-то там бактерии, да? И они начинают работать. Они еще не выделили достаточное количество токсинов, чтобы человек хорошо, так качественно, с гарантией, чтобы санитары скорой помощи смеялись, отравился. Нет, но
Запах продукта они испортят первым делом. Нам вот этот орган как раз и приделали, для того, чтобы мы отделяли съедобное от несъедобного, вкусное от невкусного. Неприятно пахнущее, значит, кушать не стоит. Итак, соль и сахар тоненьким слоем засыпали все донышко. Укладываем рыбу. Первый ломтик. Еще одна ложка. Равномерно посолили. Теперь следующий ломтик. Вуаля, почти что все готово. Укладываем ломтик вот так вот, шкурой вверх. И посолить шкуру. Посолить саму шкуру непременно. Кстати говоря, вот здесь-то, вот здесь торцы рыбы. Ведь их тоже необходимо посолить. Вся рыба должна быть покрыта солью. Сейчас все микробы надежно убиты алкоголем, который содержался в водке. Алкоголь испаряется, и в игру вступает соль. Знаете на сколько? Часов на 6-8. Вот завтра утром, пока все еще спят, я достану заветный ящик из холодильника, нарежу рыбку тонкими ломтиками, и идеальный завтрак будет готов. Впрочем, у меня есть для завтрака кое-какие идеи. Осталось только подождать. И приятного аппетита. Аппетита. Сталик. Книга «Сталик. Видеобук». Роскошная новая книга. Отправляется Татьяне Аркадьевне. Татьяна Аркадьевна, от всей души желаю вам приятного аппетита. Вы только что видели, как заворачиваются, как упаковываются наши книги перед тем, как их отправить покупателям. Знаете почему? Потому что материалы для всех этих книг я сам собирал по крохам. Все блюда готовил сам, фотографировал все сам. Ездил в другие страны, вот, например, как вот за этой книгой. Таджин, кускус и другие марокканские удовольствия. Ездил сам, фотографировал все сам, с людьми общался, знакомился, просил, чтобы мне показали, как что готовится. Записывал это все для вас. Поэтому мне отправить книгу плохо упакованную, которую по дороге разобьют, которую по дороге помнут, расцарапают и так далее, я этого сделать не могу. Потому что все эти книги, они мне как дети. Вот вы своих детей можете взять и царапать, помять, поломать? Нет? Вот точно так же я не могу поступить со своими книгами. В компании Wildberries, к сожалению, вот так и поступают. Дай мне один пакетик пустой, просто дековский пакетик. Они берут, вот я точно знаю, например, что они берут вот такую книгу «Казан». Очень дорогую, роскошную, огромную книгу, в которую вложено труда, ребята, ну вы себе не представляете, сколько труда сюда вложено. Посмотрите, какие здесь фотографии. Многие фотографии очень сложные были в техническом плане. Вот, например, шафран, вот, посмотрите, как он сфотографирован. Это шафран так выглядит. Да? И эту книгу я сделал с большой, с огромной любовью и получил за нее гран-при на конкурсе в Пекине. То есть, вот не просто там Оскара в какой-то номинации, а главного Оскара, главный приз. Да? Вот такую книгу они берут, упаковывают примерно вот в такой пакетик, вот примерно в такой пакетик, да, и отправляют. Я заглянул на сайт Wildberries, чтобы посмотреть, что люди пишут о моих книгах. И те люди, которые пишут о содержании вот этой книги «Казан», все они в полном восторге. Но очень многие люди пишут о том, что книга им пришла помятая, у кого-то угол сломали, кого-то вообще порвали, у кого-то исцарапали. Такую книгу не подарить, ничего невозможно. Понимаете? И это повлияло на мое решение о том, что мои книги больше не должны продаваться ни в каких маркетплейсах. Я уговорил издательство, и издательство пошло мне навстречу,
что отныне я сам буду продавать большую часть моих вот больших и красивых, очень хороших, пусть немного дорогих книг. Потому что я не хочу, чтобы результаты моего труда, чтобы результаты труда полиграфистов, работников типографии, которые напечатали все это вот так великолепно, чтобы результат труда, тут и моя супруга, и дизайнеры, верстальщики и так далее, редакторы, множество людей работали, чтобы это пришло все покупателям как попало. Понимаете, мало того, что эти маркетплейсы отгрызают огромную часть прибыли. Огромную часть прибыли. Вот, например, книгу «Казан» за то, что продать, они получают не менее 1000 рублей. Автор получает это от издательства в несколько раз меньше. То есть написать книгу — это вот на тебе копейки, да? У худого писца шерсть все время погуще, наверное, так это рассуждается. А деньги нужны вот туда, маркетплейсу, вот Озону, Вайлдберрис, там еще не знаю кому. Поэтому все, точка. Я буду продавать свои книги сам. Мне многие говорят: а ты же вот столько много книг не продашь. Ерунда. В основном все те люди, кому нужны мои книги, рано или поздно находят меня в социальных сетях. На Ютубе, на сайте Одноклассники, в Дзене, там бывший Яндекс так, и так далее. И я достаточно часто рассказываю о своих книгах, поэтому до всех информация о моих книгах рано или поздно дойдет, вот до любого покупателя. Сегодня я хотел бы рассказать вам об одной из моих книг, которую я как-то обошел вниманием, и между тем эта книга просто роскошная, шикарная книга. Посмотрите, сначала о физических параметрах. Да? У многих из вас есть моя первая книга, которая называется «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Раньше она выходила в другой обложке, вот уже с 2010 года выходит вот в этой обложке. Книга рекордсмен по продажам, и читая которую все остаются в восторге. Значит, вот эта книга «Марокко» вот настолько больше, чем книга «Казан, мангал». Это книга о марокканской кухне. Напечатана на роскошнейшей бумаге. Прям великолепная бумага. И работники типографии постарались на славу. Здесь, ну, я не знаю, как еще лучше передать фотографии. Вот полюбуйтесь, посмотрите. Видали вот такие фотографии? Да? Я ездил неоднократно в Марокко для того, чтобы собрать все эти рецепты. Ездил туда с кучей фотоаппаратуры. Потому что, ну, вот это, ну, не на смартфон снято, понятно, да? Это снято с очень дорогими осветительными приборами, с профессиональными видеокамерами и, извиняюсь, с профессионалом. Фотографии для своих книг делаю я сам. Ровно так же, как и своих детей. Если кто-то считает, будто марокканская кухня — это что-то уж совсем экзотическое, что-то совсем необычное, нет. Готовится все ровно из тех же самых продуктов, которые и у нас есть. Вот я здесь сфотографировался для начала марокканские продукты. Вот морковка, цветная капуста, кабачки, баклажаны, ну, перец острый иногда кладут там, да. Все это есть у нас. И все специи, которые используются для марокканской кухни, они все есть у нас. Тогда о чем же эта книга? Она вот о совершенно другой еде. Кстати, у этой книжки супер обложка. Да, вот здесь она внутри вот такая, а снаружи супер обложка. И здесь вот эти буквы, они тесненные, вы их можете вот просто пальцами пощупать, эти буквы. Если здесь, вот во всех этих моих предыдущих книгах написано об узбекской кухне, об азербайджанской кухне, о кухнях каких-то братских народов, иногда и о русской кухне, и о немецкой кухне, и о татарской кухне, это книга полностью посвящена марокканской кухне. Какая она марокканская кухня? Возможно, что многие из вас не знают, но мы, я думаю, что в ближайшее время повторим многие рецепты именно по этой книге, и я хочу показать вам, какая это интересная кухня. Если вы полюбили узбекскую кухню из-за моей книги «Казан, мангал», если вы полюбили азербайджанскую кухню, которая описана у меня вот в этих двух книгах, там «Казан, баран», и «Базар, Казан и Дастархан». Вот эта книга, к сожалению, уже не продается. Сегодня ее перестали уже издавать. Ее продали уже довольно много. «Казан, баран» — это новое издание, продолжает продаваться. Здесь
как бы продолжение этих книг, развитие этой темы. Но блюда совершенно другие. Они готовятся очень просто, при этом на вкус совершенно другие. Да, очень много готовится блюд, раз это Марокко, очень много блюд готовится в Таджине. Но вы узнаете, как марокканцы обходятся, многие марокканцы обходятся ныне и без таджина. Я просто должен показать вот это. Ух, сколько труда было вложено в эти фото. Еще раз, пожалуйста, посмотрите, какие фотографии. Фаршированная рыба, но не по-еврейски, а по-мароккански. Одним словом, это шикарная книга. Минимальная цена которой, вообще-то говоря, по сегодняшним ценам должна быть 3000 рублей. 3000 рублей минимум. Сходите в любой книжный магазин и посмотрите. Я видел, что эту книгу в розничных книжных магазинах продавали по 5,5 и по 6 тысяч. И я топал на издательство ногами и говорил, ну почему так дорого продают? Ну что ж, где же совесть? Они говорят, ну вот магазины купили, они поскольку хотят, постолько и продают. А я считаю, что так не должно быть. Вот, 3000 это недорого. Однако, я хочу объявить вам об такой очень щедрой акции. Посмотрите, какое у меня к вам предложение. Те мои зрители, те мои подписчики, кто приобретает мои книги, зачастую приобретают сразу несколько книг. Одну какую-нибудь себе, а одну просят подписать кому-нибудь в подарок на день рождения. Например, вот эту книгу я сейчас буду подписывать Евгению на день рождения. Ну и прекрасно. Значит, покупаете 2 книги. Причем какие? Например, я предлагаю такой вариант. Книгу «Плов». Ее, кстати, все очень давно просили, вот напечатали, наконец. Новый тираж книги «Плов» только что поступил. Свеженькая, пахнет типографской краской. Внутри роскошная, невероятно. Рассказано обо всех сортах риса и так далее. Я вам уже много раз рассказывал про эту книгу, но как-нибудь потом еще покажу и поподробнее. Великолепная книга. Если вы покупаете еще и книгу «Счастье кулинара», которая полностью о домашней кухне, то вот эту книгу вы получаете в подарок. То есть платите за 2 книги. За «Счастье кулинара». Если хотите с автографом, значит пишите. Нужен автограф такой-то. Платите за книгу «Плов». А книгу про Марокко, марокканскую кухню, еще раз говорю, цена которой минимум 3000, вы получаете абсолютно бесплатно в подарок. Еще один вариант. Очень многие хотят вот эту книгу «Казан». Потому что книга «Казан», ну это прямо знаковая, вы можете сказать, что главная книга моей жизни, книга о приготовлении блюд в казане. Из самых разных кухонь, из самых разных продуктов, все, что можно приготовить в казане, на живом огне, не на живом огне, на газовой плите, в алюминиевом казане, в чугунном казане, в керамическом казане, такие тоже бывают. Очень подробно, очень детально описаны все блюда. Книга «Казан». К ней прилагается не очень большая, не очень дорогая книга «Мангал». А скоро же шашлычный сезон. Вот он, вот он. Значит, одну книгу покупаешь себе, одну книгу в подарок другу. Знаешь же, день рождения когда. Он же все равно позовет. Сразу приготовил все, избавился от мысли, что ему подарить. Все будут довольны, что книгой «Казан», что книгой «Мангал». А книга «Марокко» достается бесплатно. Да? Можете ее и так купить. Можете ее купить отдельно, пожалуйста. Это очень интересная книга. И здесь еще раз говорю, что вы блюда такие, новые, необычные блюда, вы попробуйте. Опа, вверх ногами. Да. Новые, необычные блюда абсолютно не похожи на те, которые мы с вами полюбили. У них другой вкус. Но зачем покупать кулинарную книгу, если есть одно и то же? Вот если хотите чего-то нового, то книга про Марокко, про марокканскую кухню как раз для вас. И вот этот комплект за 3 книги получается очень-очень недорого. Возможно, что где-то на каких-то маркетплейсах все еще продаются эти книги. Да? Есть где-то остатки, может быть, книги «Казан», может быть, где-то есть там «Счастье кулинара» или «Казан-Мангал». Но скоро все эти остатки закончатся, и я буду продавать эти книги сам. Почему? Во-первых, потому что маркетплейсы, в частности Wildberries, очень плохо относятся к людям. К тем людям, которые, в общем-то, приносят им их богатство.
их огромные доходы. Во-вторых, потому что маркетплейсы очень плохо относятся к результату моего труда, вот к этим книгам. Потому что Wildberries отвратительно упаковывала книгу «Казан». Об этом я сам узнал, прочитав отзывы книги «Казан». Больше этого не повторится. Кто хочет, купит у меня, и еще и выгоднее, чем на Wildberries. И я больше не хочу катать их на своей шее. Возможно, что когда-нибудь я и буду сотрудничать либо с Озоном, либо с Wildberries, да, для того, чтобы расширить как-то круг моих покупателей, кому-то удобнее покупать оттуда. Но тогда, когда они одумаются, тогда, когда они научатся уважать людей. Вот я своих покупателей уважаю, я уважаю свой труд, поэтому мои книги упаковывают вот так. Все дойдет полностью в целости и сохранности. А сейчас я должен подписать автограф для Евгения, поздравить его с днем рождения. Если хотите получить такие же автографы и для себя, ну заказывайте. Обращайтесь на сайт stalik.ru. Сейчас прямо на экране я напишу stalik.ru, всего 6 букв. Переписать нетрудно. И ссылка на этот сайт будет, разумеется, в описании к ролику. Обращайтесь, приходите. Вот и настало наше телевизионное утро. Разумеется, я засолил рыбу заранее, потому что мало того, что необходимо подождать, пока она просолится, ну минимум 6 часов, максимум 12, больше не нужно. Ведь рыбу надо еще и промыть. Промыть и просушить. Вот теперь она готова к употреблению. А как же мы ее будем употреблять? Такую дорогую рыбу, а? Разумеется, в виде бутерброда. Для начала возьмем авокадо. У кого нет авокадо, тот может заменить его вареной картошкой. С вареной картошкой тоже получится очень вкусно, уверяю вас. Но пока что авокадо. Косточку удалить, мякоть надрезать. Авокадо зеленое имеет довольно плотную структуру. Видите, выковыривается прямо цельными кубиками. Зато если взять авокадо полностью поспевшее, вот такое, из него получится отличная замазка. Видели? Косточка просто взяла, да и сама выпала. Авокадо продукт удивительный, очень сытный, но добавить к нему немного вкуса в виде петрушки, но усилить его вкус за счет малюсенького зубчика чеснока и немного петрушки не помешает. Вот и все, достаточно. Не забудьте посолить. Одну маленькую щепотку соли, иначе будет невкусно. Итак, зеленая авокадо создает структуру, чтобы было что пожевать. Мягкая, спелая авокадо создает объем, создает пространство, где будет распространяться вкус и аромат. Но аромат не только чеснока и петрушки, а еще и чуточку лимонной цедры. Ох, и вкусно же это получится! Вы знаете, как звучит хороший оркестр? Из хорошего оркестра не должны выделяться никакие инструменты, кроме солирующих. Все остальные инструменты – это аккомпанемент. Точно так же, когда мы готовим еду, даже если это простой бутерброд, никакой из продуктов не должен лезть поперек рыбки к нашим вкусовым рецепторам. Запомнили? Это правило. Вот теперь немного лимонного сока. Совсем чуть-чуть, буквально несколько капелек. Чудесно! Аж во рту влажно стало. Все, замазка готова. Можно отложить ее в сторонку. Вторая замазка, которую я хотел приготовить сегодня, будет сырная. Из сыра, который называется рикотта. Я купил 3 баночки различного сыра, которые мне встретились в супермаркете. Но предлагаю сначала почитать этикетки. О, претто! Итальянский сыр для счастливой семьи. Клубника, какие-то листики. Итальянец.
Вот такой. О, говорит, какая вкусная рикотта. А что здесь написано? Сыр мягкий рикотта. Массовая доля жира в сухом веществе 45%. Подождите, а какого жира? Молочного жира или того самого? Непонятно. Молочная сыворотка, сливки нормализованные, соль пищевая, регулятор кислотности, молочная кислота. Без глютена, консервантов, растительных жиров. Без глютена? Извините, я это даже и пробовать не стану. Потому что у меня все в порядке со здоровьем, недавно прошел обследование, и мне продукты, содержащие глютен, только вкуснее. Итак, еще один сыр, нежный крем-сыр Уна Гранде Рабиола. Что написано? Сыр мягкий Рабиола. Сливки пастеризованные, согласен. Молоко обезжиренное. Зачем? Зачем брать обезжиренное молоко и потом добавлять туда сливки? А? Не понимаю. Ну ладно. Соль пищевая, ферменты. Ферменты Мауро Казалли, номер 7. Мезофильные бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения. Внушает. Состав, указанный на этикетке, мне лично доверие внушает. Еще один сыр. Рикотта сернурская, рецепт из Италии, 30%. 30% это что такое? Жирность? Ребята, сернурские ребята, которые изготавливают эту рикотту, так и напишите, что 30% жирности. Почему нет? Почему нельзя? Чего вы так боитесь этих диетологов, а? Вы меня лучше боитесь. Состав. Сыворотка молочная подсырная. Не против, это как раз вот те самые ферменты, если только они были использованы при изготовлении этой рикотты. Что еще? Молоко цельное, сагво, хорошо, другое дело. Регулятор кислотности, лимонная кислота, соль пищевая. Ничего лишнего. Ничего лишнего. Однако, самый лучший анализ – это мой нос и это мой язык. Будем пробовать, ребята. А что она розовая? Розовенькая. А это какая? А это беленькая. А почему это розовенькая? А почему это беленькая? Ну-ка, ребята из Сернура, напишите мне правду. Почему ваша рикотта имеет розоватый оттенок? Ваши коровы что, розами объелись? А? Не понимаю, не знаю, хорошо. Берем ложечку и пробуем. Много не надо, а то наешься, налопаешься раньше времени, потом за столом аппетита не будет. Не знаю. Хорошо. 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 Знаете что? Вот эта рыба замечательная. Я не хочу ее портить ничем. Мне вот этой рикотты вполне достаточно. Слушайте, в связи с тем, что я вот эту рикотту сернурскую, еще и брызгается, выбрасываю. Мне мама желудок сделала не для того, чтобы я напихал, что попало. Зачем есть то, что невкусно? Да, я знаю, как исправить и этот продукт. Посоли, добавь лимонный сок, там, не знаю, еще чего, там, петрушки, чеснока. Никто и не заметит. А я же не в столовке работаю. Ладно, придется пробовать безглютеновую. Сыворотка. Это нормально. Мягкая, слишком нежная. Слишком сладкая. Соли нет. Кислоты нет. Ну ничего. Нет, в принципе, хоть и без глютена, ну ладно. Возьмем. Вот столько будет достаточно. Вид-то у нее, кстати говоря, вполне себе сыроподобный. Да не, ничего. На самом деле, придется, конечно, подправлять. Вот этой рикотте ничего не надо. Взял и используй. Не знаю, там добавь что-то для вкуса, чего-то интересного и вперед. А эту мы сейчас вот так вот присолим. Мы ей сейчас немного лимонного сока.
Зубчик чеснока ее не испортит. Ну и что? Давайте добавим к ней укропу. Ну да, ну она такая вот, понимаете? Ну вроде бы ничего, но довольно безвкусная. Поэтому пару веточек укропа. Все размять и тщательно перемешать. Ни в коем случае не взбивать ни блендером, ни вилкой. Только перемешать, иначе вы сделаете сыр слишком мягким. Может быть, даже совсем жидким. Я в растерянности. Что добавить к этой рикотте? Прекрасная сама по себе рикотта. Знаете, несколько кубиков помидоров украсят эту рикотту. А сок, помидорный сок, придется удалить. Нет, мне вот этот томатный сок, как бы он ни притворялся красной икрой, не нужен. Помидорки черри, даже выращенные в теплице где-нибудь здесь в Подмосковье, иногда дадут фору по своему вкусу, по запаху, привезенным из Узбекистана, из Азербайджана. Как бы мне не были дороги эти республики, тем не менее, надо говорить правду. Помидоры черри в салатах, бутербродах очень хороши. Булочки. Булочки не забыть подогреть. Да, обязательно, конечно. Купили готовые булочки, разумеется. Никто их не выпекал здесь дома. В любом супермаркете продаются булочки для гамбургера, из которых я убираю мякоть. Мякоть можно потом будет посушить вот в этой самой духовке, сделать, например, панировочные сухарики, я не знаю. Куда-то пригодится. Но пока что я убираю из булочек, ну, так сказать, лишнюю мякоть. Потому что рыба, сыр, вот это авокадо, все это должно где-то разместиться. Это что за булка такая? Что за булка? Значит, здесь вот тоже были 2 упаковки булок. Одна хорошая. А я ведь выбросил упаковку. Теперь я не узнаю, которая из них была хорошая, которая была плохая. Я вам в следующий раз обязательно скажу. Я теперь время от времени буду тестировать те продукты, которые продаются в супермаркете. Я понимаю, что Россия большая, а меня смотрят вообще люди со всего мира. Все, кто говорят по-русски, со всех стран смотрят. И у каждого в супермаркете продаются свои продукты. У меня нет возможности проверить все продукты по всей России или даже по всей Московской области. Но вот что будет попадаться мне под руку, я это буду рассматривать. Не пойдет эта булка. Ну не пойдет эта булка. Ну что же это такое? Ну елки, это такая же. Это такая же. Понимаете, вот корочка остается и все. И уже дырка. Ну что такое? Смотрите, ну хлеба хорошего не купить. Наведите порядок, в конце концов. Наведите порядок, я вас прошу. Ладно, у меня есть одна идея. Часть бутербродов будут открытыми. Я должен подсушить булочки. Должен сделать из них почти что сухарики. Не знаю, сколько там, 10 минут, 15 минут, 5 минут. Как увижу, что они чуть-чуть зарумянились, захрустели, так и доставай. Эту рикотту, хорошую рикотту, которая не требует никаких приправ, просто разминаю и добавляю в нее помидоры, порезанные мелким-мелким кубиком. И перемешать. А хотите, я вам вкратце расскажу рецепт идеальной замазки с хреном. Хрен Господи, чуть не прочитал ядерный. Хрен ядреный. Так вот, берете одно сочное, хрустящее, зеленое, ароматное яблоко и натираете его на терке, разумеется, без шкурки. Добавляете к этому яблоку ложки 3 хрена, не меньше, и буквально шарик, либо 2 васаби. Все это продают в обычном супермаркете. Получается идеальный соус к жирному мясу. Вот мозговые косточки, там, где, не знаю, холодцу тоже очень хорошо. Ну а сегодня без зеленого яблока просто хрен и васаби. Для того, чтобы хрен на самом деле стал ядреным. Они ж только пишут, что он ядреный, понимаете? Ну вот попробуйте его. А? Ну где? Ну горечь есть какая-то, ну и все. Вот это сшибает в нос. Вот это хорошо. Надеюсь, что он не полностью отобьет вкус рыбы. Потому что хороший свежий лосось на самом деле
должен пахнуть свежим огурцом. Вы знали об этом? Нет? Ну тогда смотрите. Мы просто-напросто усилим вкус и запах свежего лосося. Срезаем ломтик. А дальше я беру в руки овощечистку. И при помощи овощечистки нарезаю очень тонкие и очень красивые ломтики огурца. Посмотрите. Однако прежде чем укладывать такой продукт, как огурец-бутерброд, не мешало бы его попробовать. А вдруг горчит? Нет, не горчит. Все нормально. Осталось только рыбку нарезать. О, самое любимое дело. Вот встречаешь порой где-то на заправках сэндвичи. Продают там сэндвичи, бутерброды, да? И говорят, с чем? С курицей, с рыбой. И там рыбу режут так тонко. Смотришь, да, кусочков, ломтиков, там, не знаю, 5 или 6. А вес той рыбы грамм 10. Я не буду резать так тонко. Я нарежу нормально. Ну что такое, в конце концов? Ну пусть будет там 2 ломтика, но чтобы было что поесть, чтобы ощущался вкус рыбы. Булочки готовы, замазки готовы, рыба нарезана. Ха! Сейчас будем кушать бутерброды. Рикотта с чесночком и укропом. Поверх рикотты добрый ломтик рыбы. Веточка другая петрушки, а на нижнюю часть хочу намазать немного авокадо. Соединяем, и отличный бургер с рыбой готов. О, рикотта с помидорками. Размазать. Внутрь ломтик рыбы. Кстати, ну вот совсем не пахнет водкой. Даже обидно. Любители будут нюхать, скажут, Сталик водку сам выпил, а я-то ее вовсе не пью. Исключительно в кулинарных целях. Знаете что? Тут рикотта такая замечательная, помидорка есть. Сюда, если что-то и добавлять, то только пару ломтиков свежего огурчика. И прижать. Вот почему одна рикотта держит форму, а другая рикотта превратилась в нечто жидкое. Нет, я не против. Но все-таки любой сыр, чтобы иметь то либо иное название, должен иметь те или иные свойства. А так вот, ну что это такое? Это есть только хреном украсить. И вообще, скажите мне, пожалуйста, вот я что, нанимался им всем, что ли? Вот этому оператору бутерброды им собирать. Все стоит на столе. Пускай подходят, и каждый сам для себя формирует тот бутерброд, который ему по вкусу. Ну, какой укусить? Тот или этот? А вот и не угадали. Поэтому укушу в следующий раз. Потому что очень хочу, чтобы каждый из вас посолил рыбу по моему методу и рассказал, какие замазки он сам придумал. С рикоттой, без рикотты, с авокадо, без авокадо, хоть с мятой картошкой. Расскажите, напишите в комментариях. Приятного вам аппетита!